А вы когда-нибудь находили гриб-баран? Смотрите наше видео до конца, и мы покажем и расскажем, как его искать. Но мы ни в коей мере не принуждаем его использовать в экономических целях, потому что он занесен в Красную книгу. Итак, просто у каждого грибника есть желание найти и поставить, так сказать, галочку. Ура! Да, я нашел! Смотрите. Добрый день, друзья! Спасибо за то, что зашли на наш канал. Вы смотрите нас, и значит, вы на канале Грибной банды. Сегодняшнее наше видео будет посвящено грифоле курчавой или грибу баран. Сегодняшние наши поиски будут посвящены ему. В этом видео мы расскажем о том, как его искать, в каких районах его искать и так далее и тому подобное. Итак, мы начинаем. Мы на входе в лес. Время обед. Один из лесов Гвардейского района. Осень. Пока идет межсезонье. Первый слой грибов прошел. Второй еще не наступил. Самое время идти за бараном. Ребята, обратите внимание, при поиске барана, на чем надо акцентировать внимание. Он своеобразен в том отношении, то что акцент идет на поиск гриба, если вы его хотите увидеть, пощупать. И другие грибы, все, которые попадутся, они будут только походя. Он сейчас есть гриб обыкновенный, там есть подосиновик, есть белый, но он пока единичный. И одна из главных задач при поиске баранов — надо найти дубовый участок леса. Причем дубы должны быть не менее 100 лет. Обратите внимание на то, что не каждое толстое дерево будет именно дубом. Увидали толстое дерево, посмотрели на его крону, увидели корявую его, значит, это точно дуб. По крайней мере, так ищу я дубы. И поиск барана заключается именно в том, чтобы ищите дубы. Нашли один, побежали к другому, к третьему, к четвертому, к пятому. И рано или поздно лесовичок вас наградит за ваше упорство. К сожалению, межсезонье и гриб идет единичный. Но есть вот такие вот кнопыши. Красивенькие кнопыши. Гриб-баран предпочитает расти в дубовых, в буковых лесах. И, как ни странно, любит очень старые заброшенные сады, именно фруктовые деревья. Так как буковых лесов в Калининградской области нет, советуем вам искать именно дубовые леса. Идете, ушли, увидали дуб и обходите его со всех сторон. Вот какой кряжестый красавец. Обалденный. Ваша задача просто найти дубовые рощи, если они еще где-то сохранились. К сожалению, в связи с вырубкой массовой дубов у нас их все меньше, меньше и меньше, дубовых рощ. Вот один, мы сейчас зашли в одну из знаменитых точек. Это 54-й квартал одного из лесов Гвардейского района. Видите, какие дубы стоят.
А вот и беленький, отвоеванный в борьбе со слизняками. Им тоже кушать хочется. Ребята, обманывать не буду. Шли по определенным маршрутным точкам. Шли в 54-й квартал целенаправленно. И вот то, что первое нас встречается. Смотрите. Он есть, но он вот такой вот еще. Видите, какой он красавец. Он еще маленький. Он еще очень-очень-очень маленький. Видео, конечно. А вот еще один. Смотрите. Видео в этот раз не получится. Я думаю, будем его доснимать. Мы их оставим подрастать и покажем скорость роста. Хотя я ее знаю, я уже как-то их выращивал на своих плантациях. Смотрите, какие они четкие. Вот он. Гриб-баран. Или майтаки по-японски. Или счастье грибника в Википедии. Гриб, занесенный в Красную книгу России. Мы не пропагандируем насилие над этим грибом, ради бога. Мы просто пытаемся вам рассказать, как их можно искать. Вот такие красивые, вот такие красавцы. Но они пока, к сожалению, растут. Пойдем дальше. Походим, погуляем. Сам гриб-баран, он в породу трутовиков, из семейства трутовиков. И если он присмотрел себе какую-то жертву, он с нее никогда не уйдет. И вот сейчас мы пришли на одну из моих заветных точек. Будем говорить так. Я ее как зоопарк людям показываю. Мы их не берем, но тем не менее. Смотрите, какие красавцы выросли. Вот они подрастают. Мы их пока оставим. Пусть они растут. Тут они чуть-чуть на порядок больше. Пусть они подрастают. Мы чуть позже доснимем это видео. И покажем вам, насколько они вырастут, например, через неделю. Если их не найдут, конечно. О, ребята, смотрите. Офигеть. Вот это бомба. Вот он. Вот он, еще один баранчик. Третий. Смотрите. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. И девятый. 9 с одного корня, ребята. 9 штук с одного корня. Это обалдеть. Ну что ж, видимо, доснимать видео суждено, все-таки суждено, и будем его доснимать порядка, наверное. Но через неделю, думаю, приедем в эти же леса, посмотрим. Может, гриб другой какой появится. Смотрите продолжение. Самая ответственная часть для того, чтобы они доросли, мы с Юлей их маскируем. Маскируем насколько можем. Прячем. Надеюсь, они все-таки дорастут, доживут. Доживут, думаю. Я как-то было, не поверите, как-то было года 2, наверное, назад, 3. Мы их столько встречали, мы их выращивали, пытались скорость роста у них определить. Замаскируем, приедем, кто-то срежет. Замаскируем, приедем, кто-то срежем. Обидно было. Ну, красавцы, конечно. О том, что скоро пойдет гриб, свидетельствует то, что наконец зацвела земля. Вот появился вот такой вот белый налет. Она цветет, причем цветет дорожками. Скоро ее будет цветущей много.
И еще неделька, полторы. Гриб должен пойти. Вот смотрите. Вот белый налет, видите, появился. Вот тут вот будет какой-то гриб. И его вот этого налета пятнышками, ну, очень-очень много. Так что мы продолжим наше видео через неделю. Надеюсь, наши грядки подрастут. Надеемся, их никто не найдет. Смотрите нас до конца. Итак, мы продолжаем. Прошла уже неделя. Мы опять в этом же лесу. Не терпится посмотреть, что же произошло за неделю с нашими баранами. Цветущая земля дала ли какой результат. И сейчас мы видим, вот прям со входа мы заходим, пошел опенок. Причем пошел довольно-таки много его. Смотрите, какие кнопыши. Вот он. Ребята, сегодня четверг. Запись, по крайней мере, идет в четверг. Вот так вот. И дерево вот такое, оно все усыпано опятками. Вот такими. Вон до самого комля. Интересно, что принесли дожди. Цветущая земля. Пошел ли благородный гриб. Итак, мы продолжаем. На полигоне стоит стрельба. Стреляют не по-детски. Идет дождик. Ну, это и хорошо. Больше будет гриба. А тут вот, ребята, нам попался ежовик желтый. Очень хороший гриб, который ошибочно все считают за ложную лисичку. Нет, ребята, он очень вкусен. Очень вкусен, но у него есть маленькая особенность. Он не теряет при варке объема. И когда вы его снимаете, у него игольчатый геминофор. Когда его домой приносите, вот этот игольчатый геминофор надо почистить тыльной стороной ложки, там, ножиком. Его надо почистить под струей воды перед приготовлением. Это не так сложно, он очень легко отделяется. В общем-то, вкусный гриб. Вот такой вот симпатичный грибок. Ежовик желтый. Не хуже лисички, поверьте. А вот, кстати, и появилась лисичка обыкновенная. Кучками. Кучками, но кучки довольно-таки большие. Вот она. Красивенькая. Красивенько. Мы сейчас идем по тому же маршруту, по которому проходили в прошлый раз. Считай, след. Лисичек не было. Вот они вылезли. Здоровско. Девчонки, лисички резать будете? Да, будем. Вот как-то так вот. Симпатичные. Как специально лесовичок нас ведет. Самое главное, смотрите, ежовик первый, лисичка обыкновенная и лисичка черная, или вороночник рожковидный, или еще называют его трубомертв в Германии. В Европе это деликатес по большому счету, но есть ошибка маленькая. Люди берут и делают его полностью, приготавливают. Ребят, не надо. Ножка у него резиновая, ножку обрезается. При приготовлении берется просто шляпочка. Сама воронка берется. Ножка, она просто выкидывается, она резиновая, она бестолковая, поэтому на нее даже заморачиваться не стоит. Вот такая она, симпатичная. И название оптимистичное.
Труба мертвых. Первый раз такую поганку собираем. Меня из дома выгонят за чернотой. Ужас какой-то. А вот и чешуйчатка золотистая, которую ошибочно считают королевским опенком, хотя она к опятам не имеет никакого отношения, семейства разные, но многим очень нравится. Многим очень нравится, и многие, кто ждут его, говорят, вкус гриба более выражен. Ну что ж, на вкус и цвет товарищей нет, но гриб действительно красивый. Прошло совсем немного-то, недели-то всего сроку, и лес как будто ожил. Столько гриба, ну, наименований, по крайней мере, много. Но гриб есть, стал появляться, это хорошо. Кстати, ребята, трутовик серно-желтый, старый, уставший, но, опять же, на любителя. Котлетосы с него один раз сам кушал, даже не заметил разницы. Довольно-то вкусен. Но идем, и мысли свербят, если честно. Растут наши баранки или нет? Так и хочется побежать, ну их эти грибы, но все-таки мы пособираем. Дождик все сильнее и сильнее. Канонада, кстати, на полигоне тоже. Там что-то все грохочет. Но, тем не менее, мы идем потихоньку, не спеша, идем на 54-й квартал. На знаменитый. Почему на 54-й? Потому что в свое время, когда я задался целью научиться собирать бараны, у меня была такая ситуация, я подъехал к мастеру по сбору баранов, попросил его научить. Он меня обругал, он сказал: ты что, это мои деньги, живые деньги, на которых я зарабатываю каждый год. Хотя я ему давал эквивалент $100. Он мне отказал, но его подсказка была: ищи 54-й квартал. И на следующий день в поисках 54-го квартала, извините, ребята, я прошел 32 километра. Но я его нашел. Я понял, как их собирать. Нашел к ним подходик. И этим подходом стараюсь поделиться с вами. Лес, осень, тишина. Здорово в лесу. Очень здорово. Количество гриба увеличилось. В лесу очень здорово. Кстати, молодой дубок и уж совсем неожиданная находка. Раз уж мы пошли за баранами. Смотрите, какой красавец. Вот он какой. Грифола курчавая. Мейтаки, майтаки. В разных источниках по-разному. Вот такой вот симпатичный гриб. Красавец. Вот этому дня 3-4, наверное. Может быть, побольше. Посмотрим, что нам принесет поход в 54-й квартал. А раз уж тут, а даже мы не дошли, они попадаются. Время черной лисички. Сколько его, ребята, вы даже не представляете, поля насколько большие. Вот она стоит. И самое главное, вот поле, ну, оно очень-очень большое. Вот сколько смотришь, это все лисичка. Кстати, смотрите, как симпатично смотрится в ведре. Вот это Юлино ведро. Контраст какой красивый. Мы только зашли.
Смотрите, есть сколько. Поляна. Поляна здоровская, здоровская. Лисичка. Вот она, вот такая вот красивая. Такая. И поле. Вот весь бугор, честное слово, вот куда ни подойди. Боюсь наступить. Но она кучами. Кучами, большими-большими кучами. Она не прекращается. Ну что ж, ее время. Вот она и растет. Грибы, конечно, за неделю. Грибница потихоньку просыпается. И гриб уже начал появляться. Вот-вот выстрелит. Скоро мы с вами встретимся в лесах Калининградской области. Здорово. Ребята, повторюсь, барана искать нетрудно. Самый главный акцент, если вы решили себе поставить галочку о том, что вы нашли барана, надо просто искать дубовый лес. Любой дубовый лес, проходите возле каждого дерева, не поленитесь лишний круг, загляните со всех сторон. И вам воздастся, вы найдете своего барана. Поверьте мне, это очень-очень нетрудно. Мы сейчас дошли до 54-го, дошли до дубовой рощи. Правда, с западной стороны ее все выпилили. Сейчас уже скоро дойдем до своих точек. Сердце ёкает. Интересно, что там впереди. И по дороге находим барашков. Вот они. Вот видите, красавец. Он тоже молоденький. Этому дней 5, наверное. Вот такой вот красавец растет. Молоденький, молоденький. И подумал. В корнях деревьев. Ищите дубы. И будет вам счастье. Гриб-баран. Паразит. Хоть и занесенный в Красную книгу России. И он растет все время на одном месте. Если вы его нашли, то он в любом случае на этом же месте будет на следующий год. Вот уже третий, не запланированный. Видите как? Вот четвертый, молоденький. Эти маленькие пусть растут. Ну, вот такие они красавцы. Он будет настолько огромный. Кстати, вырастает до 20 килограмм. Лично я видел на 18. Это такой, наверное, больше метра в диаметре. Большой. Но он, будем говорить так, он уже деревянным становится, когда вырастает большой. Ребята, сейчас мы находимся в том месте, где я снимал цветущую землю. Она была в начале видео. Как видите, налет он пропал. И значит уже начинает образовываться там какие-то грибочки. Какие? Ну, наверное, сходим на следующей неделе еще раз и посмотрим, что же все-таки тут образовалось. Просто даже интересно самому. Кстати, ребята, смотрите, сюрприз от лесовичка. Вот такие 2 суточных
баранчика. Он к нам, лесовичок, сегодня благосклонен. И вот такие подарки нам преподносит. Итого 5. 5, ребята. А вы говорите, за всю жизнь не нашли ни одного. Просто надо задаться целью. Сюда, 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 я нашла 3 штуки больших. Быстрее, быстрее, быстрее. Вот так. Научишь на свою голову. Ну показывай. Показывай. Хвастайся. О, лисичек подрезала уже. Считай, считай ведерко. Смотрите, ребята, какой красавец. Обалденно красивый. Один. Идем сюда. Подожди, подожди, дай я его рассмотрю. Не торопи. Смотрите, какой красивый. Обалденно, конечно. Обалденно красивый. А что там у нас дальше? А там еще больше? Нифига. Обалденно, ребят, смотрите. Вот какой красавец. Вот какой на дереве, вы посмотрите. Обалденно. Грифола курчавая. Счастье грибника. Обалденно. Так что поздравляю, это лично твоя находка. Да, да. Кто чемпион? Я чемпион. О, Вот три. смотри. Смотрите, ребята, вот этот вот. Вот этот какой красавец. Чтобы вы понимали, положи рацию, пожалуйста, если можно. Чтобы вы понимали размер. Возле него рацию положи. Чтобы понимали размер его. Где-то Маленькая рация. вот такая. Вот такой. Можно вот так вот кепочку. Представляете, какой размер у гриба? Это обалденный. Кто молодцы, мы молодцы. Самое главное, мы даже не дошли до своих контрольных точек еще. Обалдеть, ребята. Ищите дубы, и будет вам счастье. Трутовички-то какие интересные. Итак, ребята, прошла ровно неделя. Подхожу к нашим маленьким, которые были на первой части видео. Подходим, еще не были, сами не смотрели, что с ними произошло за неделю. Ничего с ними не произошло. Аж разочарование. Они почему-то замерли. А нет. Блин, они подросли. Но, ребятки, появился вот этот третий. Смотрите, я на него увидел. Я думал, они замерли в своем росте. Нет. Вот он третий вырос. А вон те, которые мы оставляли, они превратились в вот таких вот красавцев. Смотрите, каких четких. Вот такие здоровские. Вот какие они красивые. Вот они четкие какие. Ух. Вот такой он красавец, смотрите. Вот такой красивый, красивый, красивый. Я их и не заметил. Думал, сердце ёкнуло. А, ребята, смотрите. Четвертый вот он вылез. Вот он четвертый вылез. Вон они какие. Обалдеть, шалунишки, блин. Четвертый вылез. Вот это да. Вот это поворот. Ну что ж, лесовичок к нам благосклонен. Пойдем-ка проведаем-ка мы второе место. Оно совсем тут недалеко. Тут
Вон туда пройти 200 метров. Следующий наш дубок. Вот наш следующий дубок. Ребята, девчонки, надо снимать маскировку, наверное, нашу. Но что-то вообще ничего не видно. Нету, срезали. Порезали. Порезали И наши. также припрятали. Срезали. Грустно. Наши полянки порезали. Ну вот они, видишь, срезаны. Вот они срезы. Они уже были крупненькие, видишь. Срезы уже большие. Места срезов. Ну Ну, что видимо, ж. недавно, смотри, вот тут эти ошметки лежат. Ну да, они еще не засохли. Ну что ж. Знать-то так тому и быть. Итак, мы продолжаем. Расстроились, конечно. Девчонки, вон, какие смущенные стоят, расстроенные. 11 штук. А, нет, 9, тут было 9. Конечно, расстроенные. Идем дальше. Но лесовичок подкидывает нам вот такие сюрпризы. Видите? Круг, не знаю, на видео это будет видно или нет. Четкий ведьмин круг черной лисички или трубы мертвых. Причем круг вот ярко-ярко выражен, аж пятно. И вот она вот таким полем. Хотя все микологи говорят, что по правилам разрастания грибницы, почему возникают ведьминые круги? Грибница идет по диаметру, развивается, а в центре она отмирает. Тут вообще не похоже, что она отмирает. Вот четкое поле, пятно высаженное черной лисичкой. Вот оно, четкое пятно. Вот так вот здоровско. Конечно, не дает покоя мысль, не дали доснимать видео, но мы надеемся, что мы сейчас еще найдем. Не может такого быть, чтобы не нашли. Самое главное, правильный подход. Вот такой вот бонус от лесовичка в замену терянных. Срезали, ну что? Ну срезали, ну значит ему надо. Не жалко, честное слово, не жалко. Тут хотели просто посмотреть скорость роста, вот и все. Существует ошибочное мнение о том, что гриб-баран на одном месте, он растет раз в 3 года, раз в 5 лет. Ерунда это все, ребята. Он каждый год, единственное, бывает в августе, бывает в сентябре, выходит. Паразит, хоть и занесен в Красную книгу. Все-таки красивый гриб. Согласитесь? Такой вот. И искать его довольно несложно. Просто на этом надо зациклиться. Смотрите дубы, ищите дубы. Ищите дубовые рощи. И будет вам счастье грибника. Даже мне попался один беленький. Это хорошо. Плохо то, что дождь усиливается. Для грибов хорошо, для нас плохо. Как сказал один из моих знакомых, нет плохой погоды, есть плохая одежда. В данном случае это как раз про меня. Ну что ж, ребята, дождь все усиливается и усиливается. Мы вернулись на исходные точки. Вы увидали сами, как на протяжении недели из кулачкового барана вырос вот такой вот красавец.
Рядом вылезло потомство. На этом мы заканчиваем. Заканчиваем наше видео. Заканчиваем наше путешествие по калининградским лесам. Спасибо вам за то, что вы смотрите нас. Подписывайтесь на наш канал. Задавайте вопросы, мы на них ответим. Всем большое спасибо.